Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня у нас будет супер интересная тема, потому что мы поговорим о 9 любопытных фактах в России. Перейдем сразу к первому факту, от которого, возможно, вы обалдеете точно так же, как и я в свое время. Итак, внимание! Внимание! В России каждый новый сезон начинается, вы готовы? 1 числа. Обалдели? В то время как во многих странах мира каждый новый сезон начинается 21 числа или 20, не знаю, вы, наверное, знаете лучше. Еще до недавних пор я думала, что практически во всем мире, за исключением нескольких стран, каждый новый сезон начинается весна 1 марта, лето 1 июня, осень 1 сентября, а зима 1 декабря. Но оказалось, что исключением являемся мы. Потому что не так много где сезон начинается 1 числа. Это расследование я провела уже после того, как была шокирована этой новостью, потому что, не знаю как вас, но лично меня она поразила до глубины души. Но это еще полбеды. Я очень долго привыкала к тому факту, что в южном полушарии нашей планеты все наоборот. Когда здесь зима, там лето, когда здесь лето, там зима. И вот, наконец-таки, я привыкла и с этой замечательной мыслью жила уже какое-то время. И вот в какой-то прекрасный день, 5 декабря, мой бразильский друг мне говорит: «А primavera está chegando ao fim». Ой, не то. Вот и весна к концу подходит, скоро лето начнется. В смысле весна к концу подходит? У вас же должно быть лето. И мне на это отвечают: нет, у нас еще весна, лето у нас начнется 21 декабря. И вот тут-то я, мягко говоря, совсем запуталась. Так что, возможно, вы об этом знали, возможно, не знали, я вас удивила. А в России сезон меняется 1 числа. Второе. В России есть зона с субтропическим климатом. Да, Россия, конечно, страна суровая по своему климату, но даже здесь есть небольшая зона с субтропиками. Это небольшая полоска на Черноморском побережье, которая с одной стороны омывается Черным морем, а с другой стороны Кавказскими горами, которые защищают ее от северных ветров. И таким образом зимой температура воздуха там редко когда опускается ниже нуля. Поэтому многие ездят туда греться зимой, потому что климат очень мягкий, приятный. Конечно, не плюс 25, но для зимы очень и очень тепло. Но, конечно же, стоит упомянуть о регионах, в которых зимой нередко температура воздуха опускается до минус 30, минус 40 и даже до минус 50. Это такие регионы, как Сибирь, Якутия, Дальний Восток. Ну и в целом о климате в 2 словах не сказать, потому что страна большая, климат везде разный, в каждом регионе. И поэтому, если будет интересно, запишу об этом отдельное видео. 3. Транссибирская железнодорожная магистраль. Самая длинная железная дорога в мире, которая соединяет Москву и Владивосток. И ее длина 9288,2 километра. Дорога на поезде от Москвы до Владивостока занимает практически 7 суток. Представьте, 7 суток на поезде. Но на скоростном поезде можно доехать чуть больше, чем за 6 суток. А пересекает 87 городов и 16 рек. Строилась эта дорога целых 25 лет, с 1891 по 1916 год. И строительство проходило в крайне жестких условиях, потому что не было никакой инфраструктуры, были очень тяжелые климатические условия, вокруг болота, тайга, леса, мерзлота и все, что не способствует нормальному существованию рабочих. И также из-за плохой проходимости, из-за отсутствия дорог, очень плохо была развита логистика материалов, и это также усложняло строительство этой дороги. Но со временем
Населенные пункты, в которых было много рабочих, стали застраиваться, там стали строить школы, магазины, вокзалы, церкви для обслуживающего персонала. И постепенно эти поселки, города, населенные пункты разрастались, и одним из самых ярких примеров является город Новосибирск, который сейчас третий по количеству населения в стране. И сейчас это очень большой город, и сложно представить, что еще примерно 130 лет назад на его месте был просто пустырь. Ой, ребята, может быть, вы мне поставите такой маленький, такой красивенький лайк под этим видео. А еще активируйте подписочку на канал и колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И еще дадите мне ключик от домика в горах. Ну ладно, ключик это не обязательно. 4, это 8. 4. Русские пьют много чая. Если вы придете к кому-нибудь в гости, почти что наверняка вам предложат чашечку чая. Особенно его пьют часто с десертом или в холодное время года, чтобы согреться. Ну и просто так чай пьют довольно часто, даже летом. В черный чай обычно кладут лимон или молоко. Отсюда, кстати, идет и популярность самоваров, о которых я вам уже рассказывала. Если вы еще не видели видео о самоваре, немедленно исправляйтесь. 5. Россия расположена в 11 из 24 часовых поясов. Представляете, когда люди на востоке уже просыпаются и идут на работу, на западе они только ложатся спать, потому что две стороны находятся практически в разных земных полушариях. И, к слову о времени, в России уже много лет не переводят стрелки часов с зимнего на летнее время и с летнего на зимнее. Поэтому 2 раза в год с многими странами мира разница во времени меняется. 6. В России проживает 193 народа, которые говорят от 277 языков до 295 языков. Представляете, насколько это много? Наверное, многим известно, что в мире народов и языков гораздо больше, чем стран, потому что даже один народ может говорить на нескольких языках сразу. Но, к сожалению, многие языки постепенно вымирают, потому что количество людей, которые говорят на этих языках, сокращается, а по наследству они передаются не всегда. Поэтому языков становится меньше, но тем не менее их все равно очень много, как в мире, так и в России в частности. Эрмитаж – один из самых крупных мировых музеев. В нем находится 3 миллиона, вы только вслушайтесь в эту цифру, 3 миллиона произведений искусства от каменного века до современности. И представьте, если каждому произведению уделить хотя бы 1 минуту, 1 минуточку каждому произведению, то в Эрмитаж придется ходить, чтобы обсмотреть все произведения, которые там есть, на протяжении 25 лет по 8 часов в день. Кстати, а кому-нибудь из вас доводилось бывать в Эрмитаже? Если да, то какую часть вам удалось обсмотреть из всех имеющихся экспонатов? Напишите об этом в комментариях. Баня. Это я, если что, показываю цифры. Цифры интересности. То есть это уже 8. Цифра 8. Баня. Баня – это любимое многими русскими место, где можно хорошенько попариться, помыться, расслабиться, а еще тебя побьют веником. Ну, ладно, не побьют, это массаж такой. Баня – это достаточно древний ритуал, который существовал еще на Руси, и тогда было принято топить баню примерно раз в неделю, а она была практически у каждого жителя. В бане обычно присутствует очень ароматный травяной запах, а после того, как человек попарился, принято либо обливаться холодной водой, либо прыгать в бассейн с холодной водой, либо прыгать в горку со снегом. И последнее – это московское метро, в котором интервал движения в час пик составляет примерно 1,5 минуты. Поезда действительно ходят очень часто, особенно на самых загруженных станциях,
интервал движения составляет не больше 2-3 минут, а если больше, то ждать уже становится немного устало. Разбаловали москвичей. К тому же московское метро считается одним из самых красивых в мире, потому что каждая станция таит в себе частичку истории, по-своему красиво и очень интересно оформлена. Поэтому порой создается ощущение, что ты попадаешь в музей. На самом деле о московском метро мне бы хотелось снять отдельное видео, потому что тема действительно очень интересная и, возможно, вы захотите узнать о ней побольше. На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что вы хорошо провели время, узнали для себя что-то полезное и интересное. Напишите в комментариях, какой факт вас удивил больше всего, или, возможно, о чем вы уже знали, а может быть, вы вообще уже обо всем знали, а я тут с банальными вещами к вам пришла. Спасибо, что смотрели. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, если вам понравилось это видео, если оно вам не понравилось, но такого быть не может, и, в общем, мы не будем обсуждать, что делать в таком случае. Подписаться на канал и писать комментарии, потому что они очень помогают развитию этого канала. Еще раз спасибо и до следующей недели. Пока-пока!